Канал «Реальное нереальное» приветствует всех своих подписчиков и представляет вторую часть выпуска «Сражение динозавров». В первом выпуске мы показали, насколько тяжело хищникам одолеть травоядных и насколько удачливы травоядные в схватках с плотоядными чудовищами. Если вы еще не смотрели первую часть, то обязательно посмотрите. В этом выпуске мы решили продолжить воссоздавать битвы хищных ящеров с травоядными. Насколько это интересно, оцените вы, но обещаем вам, что скучать не придется. Итак, начинаем выпуск «Сражение динозавров 2. Господство хищников». Перенесемся в меловой период на север Африки. Именно в то время, ближе к вершине пищевой цепи, кроме нашего старого знакомого спинозавра, был кархародонтозавр, что в переводе с латинского «акула-зубый ящер». Этот ящер был из отряда карнозавров и являлся родственником аллозавра, но в 4 раза крупнее. Длиной был до 13 метров и весил около 7 тонн. Этот грозный хищник был больше тираннозавра и был в своей среде доминирующим динозавром среди плотоядных. Его травоядным соперником является уранозавр, гигантский динозавр из группы игуанодонов, живший в меловом периоде около 110 миллионов лет назад на территории Африки. Уранозаурус нигериенсис с латинского означает «ящер, похожий на военный парусный корабль из Нигера». Если взглянуть на этого ящера внимательней, то его огромный гребень на спине чем-то напоминал парус корабля. Длина его составляла около 7 метров. Несмотря на то, что уранозавр был намного слабее кархародонтозавра, его не так легко было убить. Дело в том, что зубы хищника не были рассчитаны на разгрызание и перемалывание костей. Они были очень слабы для этого, но очень остры. Именно этим преимуществом и пользовался кархародонтозавр. Он наносил глубокие раны уранозавру, но не атаковал сразу, а терпеливо ждал, пока жертва истечет кровью. И тогда уже принимался за еду. Иногда на ожидание уходило несколько часов. Поединок всегда заканчивался победой кархародонтозавра, а затем кровавым пиром. А теперь проанализируем поединок двух извечных врагов – кархародонтозавра и спинозавра. У каждого из этих гигантских ящеров есть свои преимущества и свои недостатки. Спинозавр на несколько метров длиннее своего оппонента и гораздо сильнее. Но у кархародонтозавра была быстрая реакция и более смертельный укус. Поэтому исход таких боев был всегда непредсказуем. В большинстве случаев побеждал спинозавр, но не всегда. Иногда одерживал победу и кархародонтозавр. А иногда победитель был настолько изранен своим противником, что навсегда оставался изуродованным и слабым, и, лишаясь своих основных преимуществ, быстро погибал. Синорнитозавр, что в переводе с китайского «птица-ящер», из рода динозавров-теропод. Жил в меловом периоде 125 миллионов лет назад на территории Китая. Несомненно, данный экземпляр, покрытый перьями, длиной до 1,5 метров и весом до 3 килограмм, казался безобидной птицей, но это было совершенно не так. Несмотря на то, что он имел наподобие крыльев, полноценно летать он не умел. Но он мог планировать с высоких деревьев и достаточно быстро ходить. Также существует теория о наличии острых зубов у ящера, дополненных ядовитыми железами, которые он применял при охоте на ящеров своего роста и даже больше. И причем это делал с достаточным успехом. На гигантов же такая особенность не распространялась по следующим причинам. Либо эффекта от яда приходилось ждать очень долго, и за это время охотник мог превратиться в жертву, либо яд совсем не действовал на достаточно крупных особей. Поэтому точно определить, кто был соперником синорнитозавра, достаточно сложно, несмотря на изобилие разнообразных видов того времени.
Все мы знаем извечное противостояние между тираннозавром и трицератопсом. Сейчас перед вами несколько иное соперничество, но очень похожее. Хасмозавр – род динозавров из семейства цератопсидов. Обитал в верхнюю меловую эпоху. При длине в 4,5 метра и примерном весе в 1,5–2 тонны хасмозавр является цератопсом средних размеров. Травоядный ящер с некоторым отличием от известного нам трицератопса. Его соперник дасплитозавр, плотоядный хищник из семейства тираннозаврид, обитавших во времена верхней меловой эпохи около 83–66 миллионов лет назад. По праву считается предком тираннозавра. Взрослые особи могли достигать длины 8–9 метров, от кончика носа до кончика хвоста. Приблизительная масса от 2 до 4 тонн. Противостояние этих двух представителей мелового периода было не редкостью, и мы упоминали об этом в прошлых выпусках. Для таких крупных хищников, как дасплитозавр и тираннозавр, требовалось очень много мяса. А трицератопсы и хасмозавры как раз и обладали таким количеством, что вынуждало вышеупомянутых хищников охотиться на них. Охота дасплитозавра на хасмозавра не всегда оказывалась успешной. Можно сказать наоборот, что в большинстве случаев дасплитозавр был сильно изранен, либо оставлял в покое травоядного динозавра и удалялся, так и не поев. Отсюда следует, что в этой схватке был перевес на стороне хасмозавра, но и бывали исключения, когда стая дасплитозавров убивала целое стадо хасмозавров. Эдмонтозавр – травоядный утконосый ящер, живший 70 миллионов лет назад по всей территории Северной Америки. Эдмонтозавры были стадными животными, до 15 метров в длину и весом до 3 тонн. Противником эдмонтозавра был хищный ящер троодон, небольшой двухметровый динозавр, обитавший также на территории Северной Америки. Троодоны, так же как и их жертвы, являлись стайными животными. Преимуществом троодона было колоссальное зрение. Поэтому этот ящер прекрасно видел в темное время суток, в то время как эдмонтозавр ночью становился беспомощным. Стая троодонов, обычно выбрав ночную охоту, окружала стадо эдмонтозавров и выбирала молодых и слабых, вынуждая слабого ящера или детеныша отделиться от группы. Если выпустить на арену двух взрослых особей эдмонтозавра и троодона, то, конечно, итог будет не в пользу последнего. А в дикой природе победа достается стае троодонов. Следующими соперниками у нас будут сразу два травоядных динозавра против одного плотоядного. Стегозавр – род позднеюрских травоядных динозавров, существовавших 155–145 миллионов лет назад. Благодаря шипам на хвосте и костяным пластинам на спине являются одними из самых узнаваемых динозавров. Максимальная длина составляла 9 метров, высота 4 метра, вес 4 тонны. Камптозавр, в переводе с латинского «гибкий ящер», род травоядных птицетазовых динозавров, живших в конце юрского периода 160 миллионов лет назад на территории западной части современных США. Эти два совершенно разных вида находились почти всегда вместе. Их стада одинаково мирно паслись вперемешку с друг другом, но все же связь была. Камптозавры, не имея никакой защиты и физической силы, играли роль дозорных и всегда заранее подавали сигнал тревоги, а стегозавры с помощью своей брони и смертельного хвоста обеспечивали защиту. Их страшный противник – безжалостный хищник – аллозавр. Род хищных динозавров из семейства аллозаврид подотряда теропод. Жил в юрском периоде примерно 155–145 миллионов лет назад. Аллозавры передвигались на мощных задних лапах, в то время как передние конечности были относительно малы. Наряду с тираннозавром аллозавр – самый популярный хищный динозавр. Он появлялся во множестве художественных фильмов.
Этот ящер достигал в среднем 8,5 метров в длину, 3,5 метра в высоту и весил более 1,5 тонн. Хотя на основании фрагментарных остатков большего размера можно предположить, что крупные особи могли достигать 11 метров в длину и весить более 4 тонн. В итоге поединка мы выяснили, что камптозавр, выполнив свою миссию часового и оповестив стегозавров, вместе со своей стаей спасается бегством, а стегозавры принимают боевую позицию и поворачиваются к хищнику задом, размахивая хвостом, оснащенным тяжелым смертоносным шипом, который способен разбить вдребезги даже самые крепкие кости. В итоге выясняется одна теория. Если даже быстрому аллозавру удастся схватить за шею зазевавшегося стегозавра, то его травоядные собратья могут нанести чудовищные удары по хищнику, пока тот борется со своей жертвой. В большинстве случаев так и происходило. Победа достается стаду стегозавров и стаду камптозавров. И последняя схватка в этом выпуске. И это необычная схватка. Здесь будет противоборство хищников с хищниками. Плезиозавр обитал 227 миллионов лет назад, в конце юрского и в начале мелового периодов. Некоторые представители отряда достигали размера 15-20 метров. И один из самых грозных представителей мезозойской эпохи – хищник Икс. Хищник Икс обитал на Земле в юрском периоде 147 миллионов лет назад. Тело достигало в длину 15 метров. Вес животного – 45 тонн. Длина зубов – 30 сантиметров. Этот гигант, который мог запросто побороться с другим представителем эпохи динозавров – мозазавром, спокойно питался своими младшими собратьями плезиозаврами. И неужели никто не мог из плезиозавров дать ему отпор? Вероятность такого поединка была предсказуема, но все же бывали исключения. Единственным спасением плезиозавра было мелководье. Если жертва успевала попасть туда, шансы выжить возрастали. Но плезиозавру надо было питаться, и поэтому после спасения ему приходилось возвращаться на глубину. Мелководье было также очень опасным и для хищника Икс. Иногда этот монстр забывал про опасность при погоне за жертвой и оказывался практически на суше, где его ждала медленная и мучительная смерть. Поэтому мощь хищника Икс была иногда бесполезна перед хитростью плезиозавра. Шансы между этими ящерами равны. Вы посмотрели очередной выпуск от канала «Реальное нереальное». Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. А также жмите на колокольчик, чтобы быть первыми, кто увидит новые и интересные выпуски от нашего канала.